7 правил здоровых отношений. Сегодня я расскажу о 7 таких очень важных, неприходящих ценностях здоровых отношений. Даже если вы находитесь в таких отношениях, на которые грех жаловаться, то все равно вам будет не лишним узнать эти вещи, потому что эти правила позволяют не только построить, но и поддерживать отношения в состоянии такого психологического здоровья. Также в конце видео будет 8-й бонус-подарочек, такая очень важная вещь, которая дополняет любые здоровые отношения. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы будем говорить о 7 правилах здоровых отношений. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписались, поделитесь этим видео в своих соцсетях, и мы начинаем. Ну и начнем мы, конечно, сначала. Прежде всего, вам нужно понимать, что у вас должны быть реалистичные, а не идеальные ожидания от вашего партнера. У всех из нас есть образ идеального партнера, но когда мы встречаем человека, который нам симпатичен, с которым у нас начинает формироваться близость, мы тут же понимаем неизбежно, что этот человек гораздо сложнее, чем то, что мы себе представляли. Реальность всегда связана с большим количеством каких-то деталей, с большим количеством таких вещей, которые мы не могли себе представить. Часто в реальности наш партнер в какой-то степени соткан из противоречий, где какие-то недостатки компенсируются какими-то достоинствами. И нам нужно проявлять здесь свою адаптивность, творческое приспособление, умение предъявлять себя, умение получать удовольствие в этих отношениях, несмотря на наши различия, а не подталкивать человека под наш идеальный какой-то образ. Потому что если вы стараетесь человека изначально заставить соответствовать вашему идеальному образу, то это не здоровые отношения. Второе правило здоровых отношений – это что вы должны ссориться. Да, вот как бы так противоречиво это ни звучало. Дело в том, что в любых отношениях есть конфликтный фон, потому что два близких человека просто не могут быть одинаковыми. Рано или поздно возникают конфликтные ситуации, когда я хочу чего-то одного, ты хочешь чего-то другого, и нам приходится договариваться. Иногда нам не получается сходу договориться, и мы ссоримся. Если мы ссоримся, мы не замалчиваем свою неудовлетворенность, и мы научаемся потом выходить из этих ссор, мы научаемся извиняться, мы научаемся мириться, то есть идти друг другу навстречу. Очень важно не ставить во главу угла вот знаете, такие отношения без ссор, без каких-то проявлений конфликтов. Потому что конфликты по факту, они так базово уже в любые отношения вложены, потому что два близких человека не могут избежать конфликтных ситуаций. Но конфликтные ситуации предполагают, что вам нужно как-то в контакте эти конфликты разрешать. Иногда это переходит в ссоры, а из ссор также в свою очередь нужно уметь успешно, экологично выходить. То есть если вдруг вы поссорились, важно обмириться, и это нормально, если близкие люди ссорятся. Третье правило здоровых отношений связано с обидами. Дело в том, что часто бывает так, что другой человек делает что-то, что нам не нравится, он поступает как-то против наших интересов, специально, чаще не специально, неосознанно. Может быть, он нарушает какие-то наши взаимные договоренности, и мы чувствуем обиду, мы чувствуем такое возмущение, нам неприятно. В такой ситуации часто возникает такая идея, что нужно просто помолчать, нужно терпеть, так сказать, не рушить вот этот фасад вроде бы как благополучия в наших отношениях, но на самом деле, если у вас есть какая-то обида, вам важно это проговаривать. Вам важно проговаривать все, что вам не нравится в другом человеке, вам важно слышать его ответ на ваше вот это неудовольствие, вам важно находиться в контакте. Если вы замалчиваете свои обиды, это вас копится, и в результате потом будет какой-то срыв. Четвертое правило здоровых отношений – это искренность и открытость. И я здесь говорю прежде всего не о той искренности и открытости, когда, знаете, вот у меня нет никаких секретов от моего партнера. Это нормально, если в самом начале отношений вы пока только начинаете сближаться, и вы еще не до конца открылись, вы открываетесь как-то постепенно. Я здесь говорю об искренности перед самим собой, потому что бывает так, что вот ты обманываешь себя, что тебе этот человек нравится, или ты не замечаешь какие-то вещи в его поведении, и ты обманываешь себя, что ты сможешь с этим мириться. Ты обманываешь себя, ты недостаточно искренен с собой, предполагая, что все хорошо будет в этих отношениях, когда ты с самого начала слышишь какие-то звоночки, которые тебе как бы не очень нравятся. То есть очень важно не обманывать самого себя с самого начала, и, соответственно, тогда это позволит вам построить искренние и доверительные, такие прозрачные отношения с вашим партнером. Пятое правило здоровых отношений – это доверие и открытость. Другой человек должен быть для тебя ясен, понятен, ты должен понимать, что твой партнер собирается делать. Если он говорит тебе, что он собирается вечером пойти с друзьями, то если ты ему доверяешь, если есть вот эта открытость, то ты понимаешь, что он там и будет, потому что он так сказал. Я ему доверяю. В ситуации, если ты не доверяешь другому человеку, тебе нужно постоянно как будто бы продумывать какие-то параллельные реальности. То есть, с одной стороны, вроде бы он, может быть, и пойдет с друзьями гулять, но поскольку я ему не доверяю, может, он пойдет с какой-то женщиной, может, он пойдет еще куда-то, и нужно все это думать, ты забиваешь этим голову, начинаешь это перепроверять, и происходит куча такой ненужной работы, куча такой операционной работы в голове, которая тебя отвлекает от того, чтобы быть счастливой. То есть, по сути, доверие в отношениях необходимо для здоровых отношений, для того, чтобы эти отношения были более экономичными, по сути. В любых отношениях случается кризис доверия. То есть, случается ситуация, когда
другой человек как-то вот ну, обещал что-то и не выполнил, или, скажем, он вот что-то сделал не так, как обещал, что сделает, и ты его немножко не доверяешь. Вот опять же, важно замечать, что у меня немножко вот как-то доверие уменьшилось. Он мне из ясного стал немножко таким в чем-то мутным. В такой ситуации нужно уделить свое внимание на то, чтобы работать над доверием. То есть очень важно, если вы понимаете, что у вас в отношениях есть кризис доверия, ну, либо работать над этим самостоятельно, если не получается, обращаться за помощью. Потому что если в отношениях нет вот этой открытости, вы обречены на постоянное такое вот накручивание, вот как говорят, загоняние, постоянные такие вот размышления о том, что другой человек делает, и в такой ситуации ну, вы не будете счастливы в этих отношениях. Шестая вещь, которую нужно знать о здоровых отношениях, это что когда мы находимся в здоровых отношениях, нам нравится проводить время с нашим близким человеком, и иногда мы замечаем, что нам нравится проводить с ним время вместе, занимаясь теми вещами, которые самостоятельно мы бы никогда бы не стали заниматься. Ну или, по крайней мере, мы бы не стали тратить на это время. То есть, когда вы понимаете, что вместе с близким вам важно находиться рядом, важно быть рядом. Вот знаете, как вот там, не знаю, кошки или собаки, они когда отдыхают, просто вот лежат рядом, и они никак не взаимодействуют, но они находятся рядом. Вот когда ты чувствуешь, что у тебя есть такое вот животное ощущение, что тебе с другим человеком важно находиться рядом, неважно чем занимаетесь, это означает, что вы находитесь в гармоничных отношениях, где у вас есть вот это вот какое-то доверие, есть ощущение, ну не знаю, плеча, есть ощущение этого другого человека рядом, и ты ощущаешь себя в такой ситуации счастливым. То есть, если такие вещи в ваших отношениях есть, это признак здоровых отношений. Ну и седьмое правило здоровых отношений. Очень важно, чтобы у вас было свое время, свое пространство, свое какое-то хобби, чтобы вы могли быть отдельно от отношений, чтобы вы чувствовали себя при этом спокойно, чтобы вы чувствовали себя спокойно, если ваш партнер где-то проводит время без вас. То есть в таком случае у вас есть все предыдущие вот эти вот правила, вы их соблюдаете. У вас есть доверие, есть открытость, есть какая-то прозрачность. Если вы, например, вместе находитесь, и вам вместе хорошо, но как только ваш партнер уходит куда-то к своим друзьям, вы начинаете беспокоиться, сердце не на месте, вы начинаете его как-то контролировать, тут какая-то проблема. Очень важно, чтобы вы могли взаимодействовать с какими-то другими людьми и заниматься какими-то делами, которые могут вашему партнеру вообще не нравиться. Ну, классика, когда мужчина со своими друзьями смотрит футбол, его женщине этот футбол вообще не интересен. А женщина ходит, не знаю, с подругами там, по магазинам, по каким-то там модным местам, и мужчине тоже это не интересно, он это не понимает. Вот они не разделяют эти интересы, но они не жертвуют этими интересами ради отношений, они восполняют эти интересы где-то в другом месте. В таком случае ваши отношения вас не ограничивают, а дополняют. Вы можете позволить себе быть счастливы каждый сам себе, но вместе вам еще лучше, вместе вы еще более счастливы. А теперь тест. В самом начале видео я сказал, что я назову вам 7 правил здоровых отношений, и будет еще один бонус. И мне интересно, как много из вас помнят, что я это обещал, и напишите, пожалуйста, в комментариях «Я помню», и тогда я буду понимать, как много людей действительно внимательно смотрят мои видео. Итак, бонус. В здоровых отношениях вы должны быть друзьями. Дело в том, что друг это такой человек, который нам не нужен, это такой человек, которого мы хотим, это человек, который желанен. Он не выполняет никаких прагматических функций. То есть вот смотрите, все отношения, в которых мы находимся, это отношения либо с родственниками, с которыми у нас есть биологические связи, либо с людьми, с которыми мы вовлечены в какие-то процессы. Если это наши сотрудники, то мы вместе работаем. Если это, скажем, наш стоматолог, то он предоставляет нам услуги, ну и так далее. А друг это человек, который ты от него ничего не ждешь, понимаешь, что он от тебя ничего не ждет, вы встречаетесь с другом и начинаете говорить с ним вообще непонятно о чем, на любые темы, совершенно себя ни в чем не ограничивая, понимая, что вот в этих отношениях полной безопасности он примет тебя любым, а потом он тебе расскажет о себе, вот о любом. И вот это самое важное, что что мы ценим в друзьях. Так вот, если в отношениях вам получается быть друзьями друг другу, если вы понимаете, что в отношениях у вас такой уровень близости и открытости, что вы друг другу как друзья, то это означает, что у вас не просто здоровые отношения, у вас счастливые отношения. И на самом деле это бонус, это то, к чему стоит стремиться. Напишите в комментариях, чего вам не хватает в ваших отношениях для того, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливыми в этих отношениях. Если вам это видео понравилось, если тема кажется важной, поставьте лайк, поделитесь этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.